Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на август, энергия августа для знака зодиака Скорпион. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в августе. Работаю я на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Энергия августа, знак зодиака Скорпион. С какими энергиями вы войдете в август из июля? По этой карте вы поймете, резонирует ли с вами эта информация. Что вас ждет в августе? Первая декада, вторая декада, третья декада. Энергии, с которой вы выйдете из августа в сентябрь. Энергия, с которой вы входите в август. Здесь у вас ложится тройка свитков, она прямая. Карта называется Setting Your Course. Проложи или установи свой курс. Да, здесь мы видим, что 3 человека плывут на корабле. Один смотрит вперед, а двое как бы прокладывают путь. И все это освещено радугой. Для вас наступает время расширять свои горизонты, как в личной, так и в деловой сфере вашей жизни. Самое главное, не ограничивайте себя только одним направлением. Сейчас ваши возможности намного шире, чем вы себе даже представляете. У вас могут появиться очень много возможностей для расширения, роста, вашего изобилия, богатства. Конечно, здесь 3 человека, то есть карта может показывать какой-то потенциальный партнерский союз. Ну или наличие 3 людей, которые могут быть вам полезны на вашем пути. Но для кого-то эта карта может показывать, что путешествие или переезд для вас также актуальны. Энергия августа. Здесь у нас ложится первая декада. Это 18-й старший аркан. Up in the air – это в воздухе. Карта у вас прямая. Мы видим, что мужчина и женщина стоят на земле и пристально вглядываются вот в этот шар, который висит у них над головой. У этого шара есть корзинка, в ней что-то находится, но им с земли не видно. А карта может показывать, что в вашей жизни будет какая-то важная для вас ситуация, и все аспекты ее кажутся вам скрытыми. Но вы можете соединиться со своими духовными наставниками и с хрониками Акаши и попросить немного понимания. Но, скорее всего, есть еще какие-то элементы, которые неизвестны и в настоящее время для вас недоступны. Как бы вот слишком много вокруг этой ситуации еще пока в воздухе. Это может быть из-за людей, которые еще не приняли решение. Или, может быть, события какие-то еще не произошли. Или неожиданные открытия еще не сделаны. То есть как бы ситуация еще не созрела. И доверие – это единственный путь для вас сейчас. Ну, скорее всего, просто требуется время, чтобы больше узнать об этом вопросе. Но время не имеет значения для вашего высшего «я», для вашей души, чья сила и любовь всегда с вами. И на данный момент, да вообще действительно навсегда, только доверие, вот это самое глубокое знание того, что все, что вы ищете, будет открыто для вас, но в нужное время. И вопрос вот в этой карте может быть препятствием для решения вот этих вопросов. То, что я озвучила в этой карте. То есть, да, перспективы открываются, возможности появляются, но нужно будет что-то подождать. Вторая декада августа. Здесь у вас ложится 8 ключей. Карта называется The Master Artisan. Это мастер-ремесленник. Она у вас прямая. Мы видим, что здесь мастерская, но в данном случае это ювелирная мастерская. Сидят ученики, а это их мастер-наставник. И из рук этого мастера в руки ученика сыпятся драгоценные камни. То есть этот человек делится своими талантами, опытом, дарованием со своими учениками.
Карта говорит, что у вас сейчас может появиться возможность предложить свои таланты, намерения, способности миру. Может быть, делая многочисленные вклады, взносы, пожертвования. Карта говорит, не стесняйтесь, не сдерживайте то, чем вы хотите поделиться. Да, сейчас вы можете начать учить или тренировать своим навыкам других, а также, может быть, публично демонстрировать, показывать свои дарования, таланты. Но даже если ваши способности заключаются в любви и в сострадании, вы тоже можете делиться этими дарами с другими людьми. Сейчас у вас хорошее время для того, чтобы выстроить свою репутацию и воспользоваться теми возможностями, которые приходят в вашу жизнь. Карта говорит, действуйте, показывайте себя, позвольте себе сиять. Есть у вас что-то, что вы можете привнести в мир. Третья декада августа. Здесь ложится единица силы. Карта называется The Akashic Field. Это поле Акаши, но оно у вас перевернутое. В прямом положении мы видим, что это поля Акаши, в которых вибрирует вся мудрость, энергия, сила. Но когда карта переворачивается, она наоборот показывает, что вот ваши силы и энергии сейчас будут разрознены. То есть как бы и внутри вас, и может быть вокруг вас. Может быть, вы будете переживать какой-то кризис или испытаете огорчение, враждебность, которые заведут вас в тупик. Но карта говорит, вот эти ваши эмоциональные всплески, волнения и, может быть, страхи и паника расщепляют вашу энергию и вызывают неистовую вибрацию. Вы должны знать, что энергия Вселенной еще для вас доступна. Но пока вы не успокоитесь и не обуздаете эмоциональную напряженность, вы будете как радиостанция, которая настроена на неправильную частоту. Потому что поле Акаши и мир наполнены возможными решениями тех самых проблем, которые вас так будут расстраивать и огорчать. Тут самое главное, вам нужно будет остановиться, сделать шаг назад и попытаться по-новому взглянуть вот на эту ситуацию. Постарайтесь привести в гармонию, баланс ваши мысли и ваши эмоции. Потому что вопросы, за которые вы будете переживать, он, скорее всего, решится. Это может относиться к работе, к отношениям. Может быть, кто-то хотел переехать, поменять место жительства. То есть вот эта карта, единица роз, она называется commitment. Это соглашение или обязательство. Карта у вас в прямом положении. Мы видим, что здесь лежит контракт, который освещен светом, и лежат лепестки роз. В прямом положении карта может показывать какой-то ценный союз у вас рядом. Это может быть заключение брака, или может быть деловое обязательство появиться, такое как предложение о продвижении по службе или о получении новой работы. Или может быть возможность сформировать партнерство, или может быть создать новое деловое предприятие. Но также карта может указывать на подписание каких-то других важных документов. Это может быть продажа, покупка дома или начало новых инвестиций. Но в любом случае, вот эта прямая карта говорит, что какие-то очень хорошие результаты у вас не за горами. Конечно, как и все карты этой колоды, здесь может часть информации относиться непосредственно к вам. Здесь идет напоминание о необходимости осознавать свою преданность самому себе. Если вы хотите, чтобы другие ставили вас на первое место, ну или помогали приносить счастье в вашу жизнь, тогда вы должны сделать то же самое по отношению к себе. Вот этот ваш самоуважающий выбор заложит основу для процветания всех ваших партнерских отношений в будущем. Вот такой у нас получился прогноз для скорпионов. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.